Ее звали Анна. С детства она мечтала о большой и светлой любви. И когда встретила его, Сергея, ей показалось, что все ее мечты сбылись. Их встреча была похожа на сказку. Это была любовь с первого взгляда. Он был высоким, статным мужчиной с проницательным взглядом. Анна была уверена, что нашла свою опору. Он казался ей воплощением силы и надежности. И их свадьба была пышной и красивой. Гости завидовали их счастью. Но постепенно идеальная картинка начала размываться. Сергей стал задерживаться на работе, приходя домой поздно ночью. Сначала Анна старалась не замечать этих изменений, списывая все на усталость и стресс. Но потом стали появляться и другие признаки: холод в его взгляде, грубые слова, брошенные вскользь. Она пыталась поговорить с ним, понять, что происходит. Но Сергей отмахивался, говорил, что все в порядке. Анна любила его настолько сильно, что была готова простить все. Она убеждала себя, что он просто устал, что у него тяжелый период. Когда их небольшое семейное предприятие обанкротилось, Анна стала для Сергея настоящей опорой. Она поддерживала его, верила в него, искала новые возможности. Но Сергей вместо благодарности все больше отдалялся от нее. Ему казалось, что она обязана ему всем. Однажды, стоя перед зеркалом, Анна вдруг увидела себя со стороны. Уставшая, с потухшим взглядом, она совсем не была похожа на ту счастливую девушку, которая когда-то влюбилась в Сергея. В тот момент она поняла, что больше не может так жить. Она заслуживает большего, чем равнодушие и пренебрежение. Анна стояла на пороге их дома, чемодан уже стоял у двери. Сергей, заметив ее решительный взгляд, попытался удержать. «Куда ты собралась, Анна? Что ты делаешь?» Его голос звучал хрипло, в нем сквозила паника. «Я ухожу, Сергей», – спокойно ответила она, не встречая его взгляда. «Я больше не могу так жить. Я заслуживаю большего». Сергей бросился к ней, схватил за руку. «Послушай, я все исправлю. Я изменюсь, обещаю». Но Анна отстранилась, ее глаза были полны решимости. «Слишком поздно», – тихо произнесла она. Собрав последние силы, она вышла из дома и захлопнула за собой дверь. На улице ее охватило чувство облегчения и свободы. Она наконец-то сделала этот шаг, который так долго откладывала. С этого дня началась новая глава ее жизни. В первые дни после ухода было тяжело. Новая жизнь требовала времени, чтобы привыкнуть. Анна снимала небольшую квартиру и постепенно восстанавливала свои силы, понимая, что ей предстоит пройти еще немало испытаний. Она решила заняться собой. Записалась на курсы рисования, о которых мечтала с детства. Начала бегать по утрам и ходить на йогу. Постепенно она стала чувствовать себя более уверенной и счастливой. Сергей не мог поверить в происходящие перемены. Он пытался вернуть Анну, обещая ей золотые горы. Но Анна была непреклонна. Она поняла, что любовь к себе – самое главное. Однажды, на одной из выставок своих работ, Анна познакомилась с Алексеем. Он был художником, умным и интересным человеком. Они быстро нашли общий язык. Алексей был внимательным и заботливым. Он ценил в Анне ее талант и ее независимость. С Алексеем Анна почувствовала себя по-настоящему счастливой. Она поняла, что все, что она пережила,
было необходимо для того, чтобы встретить свою настоящую любовь. Иногда, глядя на счастливую семью, которую создала с Алексеем, Анна вспоминала Сергея. Она чувствовала к нему лишь жалость. Она поняла, что не стоит винить его во всем. Просто они были разными людьми, которые шли разными путями. История Анны – это история о том, как важно верить в себя и не бояться перемен. Это история о том, что даже после самых тяжелых испытаний можно найти счастье.